Добрый день всем любителям второго Старкрафта. Вас приветствует Алекс 007. Я должен сказать вам, что мое терпение лопнуло. В рамках корейского GSL Супер Турнамента впервые за 20-летнюю историю второго Старкрафта мы стали свидетелями чуда или, может быть, полного провала, смотря с какой стороны взглянуть на происходящее. Я предпочитаю смотреть со стороны реалиста и объявить: во втором Старкрафте нынче баланса нет. Почему? Мы будем разбираться вместе с вами прямо сейчас. Итак, это сетка GSL Супер Турнамента, турнира номер 1 подобной серии 2019 года от корейской компании Africa TV с участием всех топовых корейских игроков. В рамках четвертьфиналов, то есть в топ-8 этого турнира, оказались 7 представителей одной расы, 7 протоссов. И всего один терран, который, обращаю на это ваше внимание, победил ничуть не протосса. В первом раунде он обыграл Зерга, в этом матче протосса не было, поэтому, в общем-то, всех 8 протоссов в четвертьфиналах быть не могло по определению. Ну, хорошо, скажете вы, а откуда, в общем-то, было взяться терраном и Зергом, если, как мы видим, изначально в турнире принимало участие 9 протоссов, 5 Зергов и всего 2 терна. Действительно, взяться им было неоткуда, но позвольте мне объяснить систему проведения турнира. Для участия в супертурнаменте пригласили финалистов GSL, Мару и Классика, а также 14 игроков, которые прошли открытые квалификации. Давайте посмотрим, что же это были за квалификации и куда делись все эти терраны, которые принимали участие в отборах. Или точнее, давайте проанализируем состав протоссов в рамках GSL Супер Турнамента и разберемся. Ладно Hero, ладно Stats, ладно Zest, ладно Dir, ладно SOS. Но откуда там взялись Hurricane, Patience и Parting? Отнюдь не топовые протоссы, при том, что на турнире нет по-настоящему топовых тернов, таких как Innovation, TY или даже четвертьфиналист GSL Bunny, который обыграл самого Мару в групповой стадии последней Global StarCraft 2 лиги. Ларчик открывается безумно просто. Вот группа Patience и Hurricane, вот группа SOS и Parting. И что же мы видим? SOS и Parting обыграли самого Innovation. Ну ладно, SOS, понятно, это протосс высокого уровня, но Parting, над зафотониванием которого в рамках самого GSL Супер Турнамента в ПВЗ смеялся любой игрок Мастер-лиги, Parting, который на стримах тренируется, в кавычках, на 5000 ММР на американском сервере и издевается там над игроками-любителями, вот этот Parting, который несколько лет не играл в StarCraft, обыгрывает Innovation, действующего чемпиона мира по версии World Electronic Sports Games и одного из самых титулованных тернов в истории второго StarCraft'а. Да, именно так это и происходит. А что же в соседней группе? А здесь у нас были Bunny и TY. Два других топовых терна, которых не оказалось на GSL Супер Турнаменте. И что бы вы думали? Bunny проиграл Patience'у, достаточно неплохому, но, мягко говоря, не звездному протоссу. А TY дважды в рамках одной квалификации, сначала в верхней, а потом в нижней сетке, проиграл Hurricane'у, протоссу, который уж точно никогда в жизни не хватал звезд с неба. Как вам такие расклады? Ну ладно, Алекс, ну что ты горячишься так? Ничего ведь особенного не произошло, подумаешь, выиграли протоссы пару матчей. И вообще, наверняка в истории Старкрафта не раз и не два уже были ситуации, когда протоссы были настолько успешными в рамках корейских турниров. Что ж, господа, я провел очень серьезную аналитическую работу, и я могу вам рассказать обо всех случаях, когда одна из рас в рамках корейского Старкрафта доминировала настолько, что в четвертьфиналах было, внимание, 6 представителей одной расы. Случай номер 1. 2003 год. Olympus OSL. Тогда 8 топовых игроков делились на 2 группы, и, как вы видите, в составе этих двух групп было 6 зергов. Действительно, 6 зергов, но при этом 2 терна были, и на самом деле боксер-то в итоге OSL взял.
Поэтому говорить о том, что прям было какое-то засилье доминирования зергов, нельзя, но, по крайней мере, этот случай мы отметим. Это единственный случай в истории первого Старкрафта, когда возникла вот такая неприятная ситуация, и в топ-8 крупного турнира, крупной телевизионной лиги было 6 представителей одной расы. Хорошо, движемся дальше. Случай номер 2 — это уже второй StarCraft. 2011 год, GSL Super Tournament, еще одна корейская телевизионная лига, та самая Global StarCraft 2 лига, которая играется до сих пор. Уже в 2011 году проводился вот такой специальный турнир Super Tournament, и тогда он стал рекордным для терранов. 6 представителей этой расы в топ-8. Случай номер 3, тот самый 2011 год, на сей раз GSL Codes, и снова терраны в топ-8 в огромных количествах. Был еще один случай, связанный с GSL Code в том же году. В любом случае, все мы прекрасно понимаем, да, в 2011 дела объективно шли очень даже неплохо у наших многоуважаемых терранов, и, собственно, за это их в те времена благополучно нерфили. Все! Более никто и никогда за 20-летнюю историю корейского Старкрафта не показывал нам такого доминирования, которое показали Протоссы. 7 игроков одной расы в топ-8. Это абсолютно уникальный рекорд. Друзья, 20 лет, более сотни телевизионных лиг. И по итогу именно GSL Super Tournament 2019 года войдет в историю как случай самого тотального и повального доминирования игроков одной расы. Расы Протоссов. Это просто невероятно страшно констатировать, но сейчас мы живем во время более очевидного с точки зрения сухой статистики имбаланса, чем вот во времена 2011 или даже бородатого 2003 года. Господи, да в 2000-м, когда и речи не могло быть о каком-то нормальном киберспорте, все было лучше, чем сейчас. Это кошмар. Почему так происходит? Как выглядит стандартное современное ТВП? В чем проблема, Алекс, объяснись? Давайте разбираться вместе с вами. Давайте посмотрим как раз на одну из игр того самого топового корейского терна Innovation, который проиграл несколько матчей на квалификациях. Мы не видели, как именно он потерпел поражение там, но у нас достаточно материала для того, чтобы проанализировать, как могут выглядеть ТВП на корейском сервере с участием топовых игроков. Чтобы вы не думали, что здесь был какой-то страшный дебют, который решил судьбу игры. Ровным счетом ничего не происходило. Потерянных ресурсов нет. Терран просто построил Рипера и с его помощью провел какую-то базовую разведку, убедился, что соперник играет стандартно. Соперник действительно играет стандартнее некуда. Обратите внимание, вот его уже готовый блинк в Твайлайте, делается чардж, делаются двойные апгрейды, поставлен третий Nexus, и в принципе у Терна сейчас полное понимание происходящего, потому что он сам ставит третий командный центр, и, в общем-то, он понимает, что играет против достаточно стандартного билда. Сам Терран отыгрывает через Рейвена, через пару танков, тоже очень осторожно, с 4-м и 5-м бараком после третьего командного центра. В общем, все как положено. Это пример стандартной макро-игры Террана против Протосса. Здесь абсолютно равная ситуация. Здесь не произошло ничего, что могло бы уже сейчас склонить чашу весов на ту или другую сторону, но Терран уже проиграл. Почему? Потому что Протосс... Спрашивают, даже ставит вопросительный знак. А чё ты, мол, там сидишь и ничего не делаешь? Что происходит? Перепуганный Innovation тут же сканит. Ничего особо интересного не видит. Там ставятся Темплар архивы, добавляются еще гейтвеи. А почему я говорю, что Терран уже проиграл? Потому что Протосс получает апгрейды 1-1, получает чардж, получает Темплар архивы и собирает состав армии, с которым
Террану в современном мидгейме бороться чертовски сложно, особенно если не играть какие-то крайне специфические билды, а действовать стандартно, спокойно от обороны, так как это делает Innovation. Innovation перелетает на третью базу. У него хорошее количество рабов, у него нормальная армия, у него есть Рейвен, который в состоянии компенсировать любые проблемы, которые могут возникнуть у Террана. И даже по апгрейдам, обратите внимание, стимпак, щиты 1-1, все это будет готово сейчас, до первого сражения в нашей игре. Протос несколько впереди Пробам, он позволяет себе даже поставить 5-6 газ, то есть это не какой-то оптимизированный вариант минеральной экономики, где ты не ставишь газы на третий, где ты пытаешься получить как можно больше зилотов с чарджем. Нет, Протос играет абсолютно спокойно, ни в чем себе не отказывая. Что делает Innovation? Конечно, он прилежно дожидается своих апгрейдов, он получает 1-1, подбирает, кстати, еще пару сталкеров, отдавая за это всего пару морпехов. Баркод Протос явно недоволен, что-то нехорошее пишет на этот счет. Innovation сканит еще раз, и что он видит? Он видит, что соперник полностью раскачал 3 базы, более того, здесь уже ставится 4-я. То есть, конечно, надо идти в атаку, ведь экономически соперник продолжает вкладываться в пробки, продолжает строить не только боевой, но и экономический лимит, то есть можно пробовать его поджимать. И что мы видим сейчас? Мы видим абсолютно равные боевые лимиты. Сейчас очередной варп Протоса, и стало 89 на 81, но это не очень принципиально. Мы видим грейды 1-1 на 1-1, мы видим антиарморную ракету, мы видим, что Innovation успел разложиться, пытается подмикривать танками, делает все, что он может, но его уже разгромили. Вы понимаете? Антиарморная ракета, танки, боевые лимиты, это все прекрасно, но он уже проиграл, его уже разгромили, и все. И нету этой игры обратного пути. Эти зилоты, архоны и сталкеры будут сметать Innovation и дальше с карты, и абсолютно ничего Терран с этим не сделает. Все, там уже доделались по дороге 2-2. Сюда прилетает еще и варпризма, какой-то там фидбэк в медивак. Все это не играет никакой роли, Innovation просто пишет GG и признает свое поражение. Вот так в игре ничего не произошло, Терран просто осмелился пойти в атаку, и он уже проиграл. Он уже проиграл, вы понимаете? Почему это происходит? В чем проблема Терранов? Ну, может быть, вы скажете, что Терран так позволил как-то слишком сильно разожраться своему сопернику. Может быть, просто Терран вышел как-то слишком поздно, потому что мы с вами прекрасно видели, что у Террана, ну, с запасом доделались 1-1, а кто-то еще может заметить, эй, там у Протоса прямо по ходу сражения 2-2 доделались, так что Протос был впереди по апгрейдам, поэтому вообще ничего не считается, Протос просто красавчик, идеально оттайминговал все апгрейды. Хорошо. Без проблем, давайте рассматривать другие игры, давайте разбираться, какие еще есть варианты игры у Террана, и как будет выглядеть игра, если Терран не будет лезть на такой стадии, а попробует, например, прийти пораньше, когда Протос еще не слишком жестко раскачался. На карте Порт Александра мы попробуем проверить такую гипотезу. Еще одна игра Innovation. И на сей раз его соперник может быть тот же, может быть другой. Протос Баркод, это не играет особой роли. Innovation играет стандартно, Риппер в командный центр, все как положено. Снова таки абсолютно спокойные дебюты и у Террана, и у Протоса. Протос играет в Адепта, там как-то вначале попробует поджать, но ничего абсолютно не добивается. Поэтому можно вновь говорить об абсолютно стандартном начале игры. Вновь мы видим производство Рейвена, производство танка, тут какие-то сталкеры пытаются что-то придумать, но на сей раз, в общем-то, у Протоса даже блинка нет, поэтому ничего он здесь, естественно, не придумает. По потерянным ресурсам мы видим все предельно просто, по 2 раба были потеряны с той и с другой стороны. Хотите, считайте, что это немного в пользу Протоса, такая ситуация по потерянным ресурсам, в принципе, очевидно, что все здесь достаточно равно. Что мы видим сейчас от Innovation? Стимпак, щиты и +1, комбинация 3 апгрейдов. Помимо этого танки, Рейвен, медиваки. Удалось отжать еще одного юнита у оппонента. В общем, сейчас Innovation готов к атаке. Он имеет больший боевой лимит, и он идет четко по тайминге этих апгрейдов. Все они доделаются вот реально секунда в секунду. Вот прямо сейчас они должны доделаться.
Протос уже готов наламываться, и посмотрите на эти тайминги. Стимпак щиты Innovation готовы как раз в момент начала сражения. Да, его танки не разложены, а Терн не успевает разложить танки, когда из ниоткуда появляется армия Протоса. Протос-то все равно сам с 0-0, у него нет блинка, у него есть только чардж при равных боевых лимитах и при только что готовых апгрейдах Терна. Отличные форсфилды. Танки в итоге немного постреляли по своим, после этого отлично расконтролил Innovation, начал стрелять по сталкерам. В итоге вроде бы Innovation здесь разменивается неплохо. По потерянным ресурсам 2300 на 3700. Блестяще сейчас сыграл Innovation с матрицей прерывания на варп-призму. Не будет у оппонента доварпов. По потерям Терн в плюсе. Прекрасно можно отступать и ставить третью базу. Все-таки пропушить Протоса не удалось, правильно? А Протос играет как раз оптимизированный вариант на 3 базах. У него 3 газа, у него полностью раскачанные минеральные экономики, и он уже бустит 2-2. Ну и блинк он, в принципе, тоже доделывает. Итого, несмотря на размен в минус для себя, который еще и состоялся в момент, когда Протос имел апгрейды 0-0, а апгрейды Терна вот натурально доделывались, Протос оказывается в отличном для себя положении, но все равно мы видим равные боевые лимиты, равное количество рабов, Innovation вполне спокойно может играть в макро. Не правда ли? Нет, неправда. Потому что Протос уже готовит атаку. Здесь отличная позиция, здесь танки, посмотрите, как разложены. Саплаи ставятся, чтобы тупили чардж-зилоты. Равные абсолютно лимиты. Innovation все делает идеально. Он в оборонительной позиции, с разложенными танками, с антиарморной ракетой в чардж-зилотов. Может ли Протос пробить хоть как-то эту оборону? Да, конечно, может, и с большим запасом. Полюбуйтесь, полюбуйтесь, что здесь происходит. Innovation вынужден поднимать орбитальную станцию. Там тем временем уже, конечно, 4-й Nexus доделывается. Innovation вынужден здесь как-то под разложенными либераторами драться. Протосу плевать. На разложенных танков, на разложенные либераторы. Он просто идет вперед, он просто варпает чардж-зилотов. И нет шансов у Innovation здесь отбиться. Почему? Почему это происходит? Что настолько сильно не так сделал Innovation? Вот прям настолько сильно. Чтобы хорошо размениваться, чтобы делать правильные выходы, чтобы потом оказаться на равных лимитах в оборонительной позиции и проиграть в хлам. Почему? Ну вы скажете, ладно, на самом деле, как бы, Innovation, это все хорошо, но, скорее всего, Innovation просто играл против там какого-то статса или классика. Ты ж, Алекс, нам не скажешь, кто этот Баркод? Ты же сам не знаешь, наверное, это какой-то еще более топовый Протос, который, ну вот, взял и укатал Innovation в стандартной макроигре. Хорошо. Давайте посмотрим на принципиально иную игру, разберем ее вот натурально под микроскопом. Это игра, реплей которой мне предоставили наши друзья и зрители из команды Advent, которым мы передаем привет. Это матчап Протоса против Терна из недавней квалификации WCS Challenger. Здесь встречаются два игрока, чьи никнеймы и чей уровень игры нам прекрасно знакомы. Это Роттердам и Зигги. Зигги — это польский теран, который на квалификации WCS Challenger, например, выбил самого Блая. Он обыграл Блая в нормальных макроиграх. Он переиграл его со счетом 2-1 в таких очень даже интересных партиях. На Kairos Junction Зигги даже отыграл огромное отставание. Это игрок высокого уровня. Это уверенный 6300-6400 теран. О нем многое пишут на ладре. У него такая себе репутация. Он там вроде как чизер, БМер. Но тот уровень, который я видел у него в матчах против Блая, он заслуживает уважения. Роттердам — это примерно 5800-5900 Протос в данный момент. Это игрок, уровень которого мне абсолютно знаком. Я считаю, что мы с ним игроки примерно одного уровня. Естественно, сейчас, когда Роттердам тренируется активно, а я не играю, в принципе, Ротти посильнее. Но и сам Ротти не будет, наверное, отрицать, что, например, против игрока калибра Блая, ну дай бог ему взять одну карту из 10, и то я очень сильно сомневаюсь. Да, в то время как Зигги — это игрок, который вот Блая может в турнирном БО3 обыгрывать. Разница огромная. Снова-таки внимательно разбираем начало. Протос приходит,
поджимает немного Террана, который пошел в мины. Терран, естественно, пытается нанести оппоненту определенный урон, потому что вы сами наверняка отметили для себя, что вот тот дебют, который мы видели в рамках двух предыдущих игр с Innovation, который я вам показал, это какой-то дебют такой чересчур пассивный. Получается, что не особо как-то Терран нанес урон Протоссу, а может быть в современной мете важно, чтобы Терран наносил урон Протоссу. Вот Зигги так думает, например, и поэтому Зигги играет в дроп мин. Но, естественно, не просто так. Протосс играет в очень быстрый блинк, и к тому времени, как от Террана прилетают первые медиваки, собственно, уже готов этот самый блинк. Проходят здесь сталкеры, убивают 5 рабов, очень неплохой результат. Опять же, он стал возможным за счет того, что в этот момент Террану просто пришлось убрать мины. Ну и отлично воспользовался Роттердам этой ситуацией. Минусанул немного рабов у соперника, но, что хочется отметить, Роттердам играет совершенно не оптимальный билд. Он ставит очень поздно третий Nexus, поэтому у него у самого, видите, очень мало рабов сейчас. Всего-навсего 37 на 36. То есть никакого преимущества по инкам у него на самом деле нет. Давайте воспользуемся графиком добычи. Видите, сейчас добывает больше Терран. То есть ситуация хорошая просто из-за того, что Роттердам, ну вот макро у него не очень высокого уровня. Он тут немного сбил себе билд и находится на такой весьма слабой экономике. Зигги сейчас просто спокойно сидит дома. Он бегает морпехами по карте. Он получает какую-то информацию о происходящем. Видит, что здесь третий нет. После этого спокойно идет дальше. Видит, что здесь третья, вот, похоже, недавно поставлена, раз пробки так катаются на лонг-дистанс майнинге. В это время Зигги сам играет двухбазовый all-in. Опять-таки по добыче. Все это время Терран впереди. По боевому лимиту все это время Терран впереди. По стоимости армии мы видим Терран сильно впереди по газу. По минералам там небольшое преимущество. Буквально 200 минералов у Протосса. Даже не 10% сейчас. В общем, вроде бы здесь все хорошо. Ничто не предвещает беды для Террана. Вот давайте проанализируем сейчас ситуацию. У Роттердама там какая-то 1000 минералов в запасе. Боевой лимит 60 на 44. Только сейчас Роттердам стал добывать больше. То есть в целом, если проинтегрировать эти графики, я думаю, будет очевидно, что желтый добывал больше. И сейчас мы видим, собственно, прямое доказательство. Терран успел получить стимпак, щиты +1. +1 на армор доделывается. Танк успевает разложиться, и не один. Минки здесь, пехота здесь. Все готово. Зигги начинает дальше еще и ставить бункеры, которые будут отвлекать Протосса. Короче говоря, сейчас Терран готовится к генеральному сражению. Он готовится, понимаете? Он не то, что прям там был пойман на муве где-то в центре карты. У него идет серьезная подготовка. В этот момент, к слову, идет контратака. И, естественно, чардзилотами можно даже не контролить. Они наубивают много всего. Это не важно. Наше внимание здесь. Смотрим, что будет происходить. Нападает куча зилотов при поддержке 3 сталкеров и 1 сентри, которая должна включить Guardian Shield, но даже не включает. Роттердам даже не включает Guardian Shield, он как бы не успел сконтролить, ну не успел, как бы с кем не бывает. Просто как-то там через атаку в разнобой дерутся эти сталкеры и зилоты, но просто с неимоверным, нечеловеческим запасом Роттердам эту армию разбирает. Да, естественно, за счет дотекания, но играть дальше бессмысленно. Потому что Роттердам успел еще и в контратаку варпнуть, и эта игра окончена. Друзья, здесь разница минимум в 500 ММР между Роттердамом и Зигги. Это понимают все, но Зигги в этом сете просто деклассирован непонятно за счет чего. Вот он нападал, он играл двухбазовый выход против трехбазового Протосса, причем он добывал больше все это время. И вот как-то так сложилось, что он просто разлетелся в хлам. Ну ладно, ладно, Алекс, завязывай, скажете вы, что такого произошло вообще во втором Старкрафте? Сидели все несколько лет, молчали. Как бы откуда эта имба взялась? Не было ведь никаких радикальных бафов и никаких радикальных нерфов, правильно? Правильно отвечу я вам. Никаких радикальных нерфов и бафов не было. Но эта картина с масс-гейтовыми ПВТ
вырисовывалась уже в течение очень долгого времени. И со временем она становилась все хуже и хуже. В чем это выражается? Давайте разбираться. Мы разобрались с историей, теперь давайте разбираться с тем, что же происходило с патчами во втором Старкрафте. Зайдем мы для начала очень далеко и глубоко. 2015 год. С мая по сентябрь Blizzard очень интересно играли с чарджем, давали бонусную скорость, зилотом при чардже убирали ее, потом дали аж 30 урона чардж-зилотом, которые врывались в юнитов соперника, потом это понерфили, но все равно урон остался. Сейчас чардж при контакте с целью наносит 8 единиц урона. С сентября 2015 года эта картинка была неизменной. Что было дальше? 2016 год. Blizzard бафают скорость зилотов, которые получают апгрейд на чардж. Это мотивировалось весьма любопытно. Зилоты с чарджем отныне имеют скорость примерно или даже полностью аналогичную сталкерам. То есть, когда у Протосса есть армия сталкеры плюс зилоты с чарджем, они все могут идти такой хорошей, плотненькой, F2-чненькой группкой, которой очень удобно контролить. Кроме того, зилоты с повышенной скоростью, естественно, успевают получить намного меньше урона до контакта с юнитами соперника, а это чертовски важно. Следующий патч — это весна 2017 года. Стоимость чарджа уменьшена до 100. Эта история открыла путь целой серии all-in в матчапе ПВЗ и очень серьезно упростила переход в масс-гейтовый состав армии в матчапе ПВТ. Найдите мое видео за декабрь 2017 года «Кто сильнее, комментатор или прогеймер?». Конец 2017 это уже очень серьезные звоночки, связанные с проблемами в матчапе ПВТ. Да, там во многом мощь протоссов зиждилась на мощных сталкерах, которых бафнули, а потом уже после выхода моего видео, спустя какое-то время чуть-чуть понерфили, и вроде бы жить Тераном стало проще. Но был еще один патч, глобальный патч ноября 2018 года. В этом патче вроде бы ничего с зилотами не сделали, но сделали следующее. Во-первых, переработали циклона. Когда-то у нас был тот самый циклон, которым можно было экспресс прокачиваться и который заставлял протоссов играть на старте ПВТ очень осторожно. Были разные варианты с прокси, были варианты с фактой на реакторе, с массовыми поджатиями циклонами. Все это заставляло протоссов играть максимально осторожно в дебюте, ни в коем случае не раскачивать, не оптимизировать минеральную экономику, а просто выживать. Эта эпоха канула в лету. Нынешние циклоны крайне редко бывают угрозой для протоссов в самом начале игры. Еще одна очень интересная штука. Нерв ДПС Гидролиска серьезно усложнил для зергов жизнь в мидгейме как раз против зила архоновых таймингов. И в итоге многие протоссы в матчапе ПВЗ перепрофилировались, на игру имморталами, зилотами, архонами. Крайне тупым, неинтересным, бездумным F2 клик-лимитом. Я сейчас не кого-то обвиняю, я сам так играю, причем я играю в чардж зилота во всех матчапах, поверьте, я очень хорошо понимаю, о чем говорю, и матчап ПВЗ я вам еще обязательно покажу. И, наконец, последнее. Баф, который, на мой взгляд, все, вот просто все недооценивают. Guardian Shield получил радиус 4,5 вместо 4. Господи, какая мелочь, скажет, наверное, каждый первый протосс, каждый первый наш зритель. Это не мелочь. Я хочу напомнить вам, господа, как когда-то давным-давно начиналась эпоха инфестора Брудлордов во втором Старкрафте, когда зерги доминировали абсолютно везде. Знаете как? Эта эпоха началась с того, что королевам увеличили рейндж наземной атаки с 3 до 5, и все. Поищите в интернете, введите в гугле корейский дайджест «Бархатная революция». Вы очень быстро поймете, что именно я имел в виду. И вот этот баф Guardian Shield, вот такая, казалось бы, мелочь, имеет огромное значение, потому что
радиус атаки Сентри 5. А радиус Guardian Shield вместо 4 стал 4,5. И если раньше Сентри, отправленная через атаку, не прикрывала зилотов, которые примчались как раз к своей цели, то теперь Guardian Shield может прикрывать зилотов, которые уже вступили в контакт с соперником. И по итогу Guardian Shield очень сильно помогает в лобовых сражениях. Но это еще не все. Многие не знают, но в Старкрафте с супер бородатых времен существует абсолютно невероятный баг чарджа, который тоже помогает этому апгрейду жить очень веселой и сверхполноценной жизнью. Вот этот баг. Смотрите, что происходит. Мы вручную кастуем чардж на своего зилота, потом отправляем зилотов через атаку куда угодно далеко, и они помчаться на скорости чарджа, то есть фактически на скорости зерганга на слизи, прямо на пехотное войско. Непонятно? Смотрите еще раз. Нажимаем на кнопку C, вручную кастуем чардж на зилота, потом А-клик на другого юнита, и зилоты просто бегут через весь экран навстречу к своей цели. Как вам такая история? Нравится? Этот бородатый баг был еще в Wings of Liberty, я об этом, к слову, узнал относительно недавно. Сейчас его обсуждают на Reddit, и вот почему-то он не пофикшен до сих пор. Хотя, казалось бы, ну сколько времени прошло, уже ж можно было бы, наверное, как-то решить эту проблему. Почему армия чардзилотов так эффективна, и действительно ли она так эффективна? Обратите внимание на эти армии Террана и Протоса. Если просто отправить через атаку равноценные армии Протоса и Террана, Guardian Shield, видите, как прикрывает нескольких зилотов при отправленной через атаку Сентри. Армия Террана будет разгромлена. Присмотритесь к стоимости справа сверху. Армия Террана дороже, это тот же боевой лимит. И даже если я начну микрить, даже если я начну кайтить армию Террана, вот так, аккуратненько, давайте, парни, кайтим, как никогда не кайтили, все равно ничего не получится. Армия Протоса окажется намного сильнее, и Протос натурально не потеряет даже половины армии при размене с войском Терна, которое, в принципе, должно иметь абсолютно ту же силу. Если добавить Архона, ситуация будет еще хуже. Опять-таки, вы видите мощное, полноценное войско Терна, которым мы еще и микрим, но абсолютно ничего не получается. Вы думаете, я плохо размикрил? Вы думаете, надо лучше? Хорошо, давайте попробуем еще раз. Снова-таки армия Терна по всем компонентам, она не слабее, но она разлетается в хлам. Ну это же просто био, скажете вы. Вообще по-хорошему нужны мины, по-хорошему нужны либераторы, по-хорошему было бы неплохо и какое-то такое механическое войско попробовать. Ведь, например, известно, что без имморталов протосы не могут контрить мех. Ну давайте разберемся, как протосы без имморталов не могут контрить мех. Вот вам ваши мины, вот вам разложенные танки. Не-не-не-не, секундочку. Вот вам танки правильно разложенные, хелбаты должны стоять перед ними, принимать урон. Тщательнейшим образом расставляем мех-армию. Просто сплитим армию Протоса. Тут тупо чардзилоты, Архона и Сентри. Армия Терна дороже и качественнее по всем возможным критериям. Делаем F2 клик. Как вы думаете, что произойдет? Правильно, войско Террана разлетится. Казалось бы, здесь имморталов нет, здесь нет контры к меху. Но Зила Архонов это не смущает. Это безумно качественный и крутой лимит по всем возможным компонентам. Хорошо, почему я заговорил об Архонах? Ведь до этого никаких Архонов мы, например, в игре Роттердама и во второй игре Innovation не видели. Совершенно верно. Там их не было, но, например, они очень здорово сработали в первой игре Innovation. И, на мой взгляд, главная проблема современного StarCraft'а, если мы говорим о мете, это чересчур высокая сила связки чардж-зилотов с архонами и с блинк-сталкерами. Для того, чтобы пофиксить эту связку, естественно, не нужно как-то там жестко занерфить архонов или жестко занерфить сталкеров. Я обязательно предложу вам пути выхода из этой ситуации чуть позже. Но для начала еще одна игра.
Этот баркод, друзья, это ваш случайный грандмастер, ваш комментатор, который нынче, давайте будем говорить честно и откровенно, выше, чем на 5800 не играет. Это правда. Это неприятная, но суровая правда. Мой предел рейтинга в данный момент это 5800. Риски. Британский зерк, который выиграл ВЦС Челленджер в Океании. У него есть двойное гражданство, неважно, что он британец, играет в Океане, он там разобрал всю местную сцену. На Европе у него, ну, как минимум, уверенные 6300. Нет ни малейших сомнений в том, что 6300 он держит. Давайте посмотрим, как будет развиваться эта игра. Полная халява от меня в начале. Просто Nexus, Gateway... Кривущая и тупейшая стенка, которую я поставил совершенно неправильно. Риски, естественно, этим пользуется, забегает лингами. И сейчас он просто лингами бегает по карте, бегает по моему мейну, видит абсолютно все. Он видит, что у меня делается грейд, он заставляет моих пробок кататься, он одну пробку мне убил. Это идеальное начало игры для Зерга, идеальное. Когда у тебя есть вся информация о том, что делает соперник, когда тебе никто не мешает строить дронов, когда ты ничего не боишься, Риски видит все. И, естественно, для него эта ситуация просто великолепна. Посмотрите, кстати, вот он прогеймер, он одним лингом бегает у меня по мейну почти 5 минут. Посмотрите, как здорово он играет, он успевает этим лингом контролить, у него... Там 280 среднего АПМ, и ему этого более чем достаточно. Он видит всю картину. Он даже увидел Immortal, он видит, что я просто нагло и тупо играю Immortal Зилот и Архоны. Как он на все это отвечает? 3 уже сейчас полностью раскачанных базы. Ставится 4-я. Лейер плюс 1 на коготь, чтобы не слишком отставать по апгрейдам. Роуч Ворон, то есть он в итоге будет комбинировать Рэваджера в Роучей и Линга Бэйнов с апгрейдом на коготь. Что делаю я? Я все это время сижу на 2 базах. По экономике, естественно, сейчас абсолютное доминирование Зерга. Тут даже говорить не о чем. Риски, конечно же, полностью понимает сложившуюся ситуацию. Он видел, что как бы ставится там какой-то третий Nexus, но наверняка не очень сильно обольщается на этот счет. Выходит вперед армия Протоса. Риски, опять же, все это видит, он готовится, у него заказываются роучи, у него есть реведжеры. И сейчас, давайте посмотрим, 54 боевого лимита на 70. Абсолютно равная стоимость армии. Тут какое-то прям супер минимальное преимущество Протоса. Ну и, кроме того, удалось мне уже добустить плюс 2. Это, кстати, уже с учетом недавнего патча, при котором грейды делаются дольше. Что будет происходить дальше? Риски там все заказывается и заказывается. Боевые лимиты не сближаются и близко. Плюс 20 боевого лимита у Зерга. Стоимость его армии уже выровнялась по минералам. И вот начинается сражение. Великолепный Corrosive Bile. Минус все сентры, кроме одной, которая прикрывает только имморталов. Что происходит? Зерг проиграл. Все. Все. Вы понимаете? Зерг проиграл. Давайте посмотрим на это сражение в замедленной съемке. Corrosive Bile. Супер вообще. Убил все-таки 2 сентрей, да? Ну, ничего страшного. Это все равно неплохо. Убил 2 сентрей. Еще Corrosive Bile. И по Зилоту попали. Зажимается в отличную позицию Риски своими реведжерами. Но просто растут его потери. Растут как на дрожжах. И Протос за все это сражение, в течение которого Зерг потерял 40 собак, 14 роучей, 8 реведжеров, 2 королевы, еще 10 дронов по дороге, потерял 11 зилотов. Ну, а 2 сентри это просто кривой расконтроль на Corrosive Bile. Все, 11 зилотов, парни, больше ничего не потеряно. Почему? Почему? Вы думаете, это случайность? Это вот один раз Алекс переиграл этого несчастного Риски и понтуется после этого своими победами? Да вот в том-то и дело, что именно на этом совершенно глупом, безидейном Immortal Зила Архоновом стиле я кого только не обыгрывал. И этого же Риски, к слову, я обыгрывал неоднократно. И я вам покажу сейчас в супер ускоренной съемке
еще одно ПВЗ против Риски, просто чтобы показать вам, насколько на самом деле мой соперник прочувствовал ситуацию. Просто буквально один его послематчевый комментарий я не могу не показать, потому что он реально прав. С этим послематчевым комментарием игра будет чертовски похожа. Мы не будем слишком сильно заострять внимание на дебютах и на каких-то прочих моментах, потому что, естественно, вы знаете, как я играю за Протоса, вы знаете мои билды, вы знаете мои дебюты, и я поэтому не показывал вам, например, сегодня мои ПВТ. Все, кто смотрели рубрику «Секретный агент», прекрасно знают, как я играю ПВТ, как я играю в этих несчастных зилотов со сталкерами с 2 форжами в 4 Нексуса. Кто-то еще умудряется спорить, что это темная сторона силы, видите ли. Ну, окей. Это, собственно, ваше право. Я просто почему эту игру хочу показать, не только ради той реплики. У меня возникает ощущение, что кто-то может сказать: эй, Алекс, ну там же просто неправильный состав армии, там вот Бэйнов не было, и вообще там какие-то одни реведжеры. Как реведжерами и зерглингами можно остановить Иммортала Зила Архонов? Просто Зерг проиграл по составу армии. Да без вопросов, парни. Без вопросов. Давайте посмотрим на просто Роучи Реведжеровую игру. Вот они, Роучи Реведжеры. Вот Риски снова имеет 67 рабов на 45. Понимаете? 67 на 45. Это гигантская разница. Это просто жесть какая разница. Он постоянно впереди по инкому в 1,5 раза. И даже здесь... Посмотрите на разницу по лимитам. И даже здесь, вы думаете, победят его Роучи Реведжеры? Ха-ха. Ха-ха, скажу я вам. Риски, кстати, вот в этом сражении просто неимоверно контролит. Он там выводит дронов, он аккуратно подконтроливает. Он дронами причем не воюет, он их вывел, принял пару ударов и увел. Он постоянно бросает коррозив байлы, он кайтит. Все это время я просто варпаю F2, что мне как бы по барабану. У Риски там за 400 среднего АПМ в этом сражении. Он реально, он пашет, он потеет, он даже умудряется на какое-то время отбросить Протоса назад. Он... Ну вот прям невероятно хорош в этой ситуации. У него по-прежнему гигантский боевой лимит 68 на 29 было только что. И он даже заставляет Протоса на какое-то время отступить, перегруппироваться. Будьте уверены, у Протоса все те же 45 рабов на 71 в данный момент. Поэтому как бы ситуация по экономике все еще прекрасная. Никакого перехода из этого состава армии нет. Но вот Протос просто приходит и может забрать у соперника базу. А потом просто приходит и заберет еще раз базу. И Риски просто надоедает этот бесперспективняк. Он сейчас потеряет всех рабов, потеряет 4-ю. И смотрите, я полюбил его просто вот за это сообщение. Even someone 600 MMR above you. Да! Да, дружище, ровно на 600 ММР у нас с тобой разница. Ровно на 600. То есть Риски по этой игре даже понял, что я на 600 ММР ниже его, вы понимаете? Он даже понял это по игре. Ну и приведу вам, процессы настолько простые, ты просто делаешь армию, можешь убить кого угодно, даже чувака, который на 600 ММР выше тебя. Да, Риски, вот примерно так это и работает. Хорошо, что делать со всем этим кошмаром? Конкретно, как решать проблему? Ну, во-первых, скажу я вам по секрету, когда-то давным-давно, еще в середине февраля, сейчас я найду этот твит и покажу вам его, я предлагал выпустить патч, который одинаково затронул бы самые проблемные места одновременно у протоссов, у тернов и зергов. Скажу сразу, я все еще за этот патч. Я все еще считаю, что он должен выйти. Возможно, в таком виде, возможно, еще в немного измененном. Но вот, пожалуйста. Давайте я только нажму F11, мы получим фуллскрин. 15 февраля. Я хотел бы увидеть буквально сегодня повышение матрицы прерывания Рейвена, ее стоимости до 75 единиц энергии с текущих 50. Повышение стоимости антиарморной ракеты до 175. Чардж более не наносит урона, в данный момент наносит 8. И черви Нидуса стоит 100-100 вместо 50-50.
Почему? Потому что все эти вещи используют слишком активно. Рейвены — это какой-то просто обязательный юнит для ТВТ. Я не люблю обязательных юнитов, особенно вспомогательных. Рейвен приносит слишком много пользы против Протосса, у которого есть, например, колоссы. И при этом он все еще будет очень полезен, если сделать все так, как я предлагаю в этом патче. И нельзя будет отключить 4 колоссов сразу, а можно будет отключить всего 2. Поверьте, это куда круче с точки зрения просто того, как игра работает в целом. Нидусы играют зерги все, кто не попадя, даже после нерфа армора. Ну и, конечно же, чардж. Давайте говорить о том, как нужно решать протоссовскую проблему. Я предлагаю 4 варианта решения проблемы. Вариант первый — это прямой нерф чарджа. Да, это то самое изменение, при котором чардж более не будет наносить урона, 0 вместо 8. Кроме того, можно либо вместо этого, либо вместе с этим, в зависимости от того, насколько плохо выглядит ситуация с точки зрения Blizzard, повысить стоимость этого апгрейда. Чардж стоит смехотворные 100-100. Это ни о чем. Мы все понимаем, что просто само по себе повышение скорости юнита — это невероятно много. Вот взять, например, зерговские апгрейды. 100-100 стоит повышение скорости для зерглинга и роуча. Это обязательные грейды. А чардж ведь не только повышает скорость зилота, это еще и сам врыв, само ускорение, а в данный момент еще и урон. Причины, по которой этот апгрейд стоит 100-100, мне неведомы. Мы сразу же избавимся от кучи глупых оллинов, мы сразу же заставим протоссов менее активно оптимизировать минеральную экономику, более активно использовать газовую, потому что 200 газа — это много в начале игры, и это сразу же меняет очень многие расклады, в том числе в ПВТ. Вариант 2, который мне видится очень интересным, снова-таки недооцененным потенциальным шагом, и шагом, который может решить очень много проблем одновременно. Необходимо либо повысить цену, то есть стоимость по энергии, либо понизить радиус Guardian Shield. Вы прекрасно видели, радиус 4,5 — это полная жесть. Это очень сильно помогает протоссам. Хотя да, есть некоторые протоссы, которые могут даже не использовать Guardian Shield, у них все будет зашибись. Тем не менее, сейчас, например, в матчапе ПВЗ, если вы посмотрите те самые матчи GSL Супер Турнамента, есть очень много разных двухбазовых оллинов. И на мой взгляд, если мы понизим радиус Гардиана или увеличим его стоимость по количеству энергии, это может очень серьезно ослабить как раз тайминговые атаки Протосса и при этом не ослабить Протосса глобально в макро. То есть протоссам нужно будет просто осторожнее выбирать позиционирование сентрей вместо этого тупого F2. Да, правильно располагать сентрей, если понизится радиус. Или просто следить за количеством энергии и менее активно расходовать ее на форсфилды для того, чтобы Гардиан действительно мог прикрывать все на свете. Впрочем, я не исключаю, что если мы просто сделаем Guardian Shield, например, 125 у сентри, то, в принципе, это не решит проблемы текущего ПВТ, но, по крайней мере, поможет. Вариант 3. Нужно бафать контрук зилотом, прежде всего Тераном. Каким образом? Этот вариант стоит использовать, если, например, Blizzard посчитают, что любой нерф чарджа сильно ударит по матчапу ПВЗ, и они этого не хотели бы. Пожалуйста, бафайте мины. Когда-то давным-давно у мин был сплэшевый бонус по шилдам намного больше, чем сейчас. Могу путать конкретные числа, но, по-моему, плюс 45 вместо текущих плюс 25 бонуса по щитам. Или плюс 40 вместо текущих плюс 20, что-то в этом духе. Верните этот бонус по щитам, он очень сильно поможет. Либо очень интересный, на мой взгляд, недооцененный вариант. Заставьте протоссов снова строить много обсерверов и не терять их.
Я вспоминаю времена условного там 13-14 года, когда потеря обсервера была для Протоссов фатальной, потому что ты не мог убить мины, оставшиеся на поле боя. Да, сейчас можно сделать апгрейд, который сделает мины невидимыми при перезарядке, но этот апгрейд требует армори, очень дорогого здания, которое не вписывается в стартовые билды Терна, и самое главное, которое все-таки легко разведывается, и билд, соответственно, читается Протоссами. Попробуйте сделать так, чтобы для апгрейда на мины армори была не нужна. Можно даже снова немного повысить стоимость этого грейда, который сейчас стоит 75-75. Сделайте его чуть дороже, это не страшно. Самое главное, чтобы у тернов была возможность без дополнительных технологий этот апгрейд получить. Это может быть чертовски важно как раз вот в тех самых таймингах, на которых у тернов большие проблемы. Наконец, вариант решения проблемы радикальный и, на мой взгляд, очень интересный, который может, в случае чего, почти никак не затронуть ПВЗ. Я предлагаю понизить показатели хитпоинтов зилотов с текущих 50 хп 100 щитов, 50 щитов 100 хп до 70-70. Или, если вы очень сильно боитесь влияния на матчап с зергами, то 80-70. То есть общее количество хитпоинтов остается таким же, но ХП Зилота переносится из его, собственно, очков здоровья в щиты. Что это дает? Это большая эффективность мин с их бонусом по щитам, даже если его не увеличивать. Это большая эффективность ЕМП, которые будут оставлять Зилотов на 70 хитпоинтах вместо 100 хитпоинтов. И это никак не затрагивает матчап ПВЗ. И кроме того, такое перераспределение хитпоинтов дает возможность Протоссам меньше упарываться по апгрейдам на армор, которые сейчас просто нереально керят Зилотов. Теперь больше смысла может быть именно в апгрейдах на щиты, если вы играете в Зила Архонов, а они, в свою очередь, дороже. И, соответственно, это обязательно поможет тернам в матчапе ТВП. 4 варианта на ваш выбор. Вариант еще один супер экстремальный, который я не вношу в общую подборку, потому что не верю, что Blizzard пойдут на это. Убрать автокаст чарджа, сделать его вручную активируемой способностью, такой же, как Corrosive Bile у Ravager'ов или фидбэк у Темпларов. Просто пусть Протоссы начнут вместо обычных F2, F2-чить, биндить зилотов и вгрызаться зилотами вручную в юнитов соперника. Почему нет? Заставьте их кликать. Но я понимаю, почему нет. Конечно, на этот ход никто в Blizzard, скорее всего, не пойдет. Друзья, я обрисовал проблему. Я объяснил, откуда она взялась, в чем она проявляется и как ее нужно решать. Напоследок я хочу еще раз подчеркнуть. На мой взгляд, проблема есть, но она касается по большей части прогейминга, она касается профессионального Старкрафта. И она заключается не только и даже не столько в том, что вот ПВТ или ПВЗ вообще не играбельный, выиграть нельзя. Это неправда. Выиграть можно, а на любительском уровне так вообще, я думаю, что серьезной имбы нет и близко. В чем именно проблема? В том, что для того, чтобы победить за Протосса, сейчас нужно предпринимать намного меньше правильных действий, ходов, шагов, и вообще нужно тупо меньше делать, чем за Терна или за Зерга. Вот эти глупые стратегии чарджархонов — это современная мета, в которой ты за Протосса можешь строить одну и ту же армию в 3 разных матчапах, нажимать F2 клик и побеждать. Она не имеет права на существование. Именно эта мета дает возможность таким, как я, регулярно обыгрывать таких, как Риски, и таким, как, извините, Харри Кейн и кто там еще был, Партинг, при всем моем к ним уважении, обыгрывать таких, как TY и Innovation. Меньше требований к Протоссам, понимаете? Это не обязательно означает прям намного больше шансов на победу. Меньше требований, меньше скилла нужно при прочих равных для того, чтобы победить именно с этим стилем. Его можно контрить, но
контра всегда несколько специфическая и всегда требует определенного навыка исполнения, не прощает ошибки, не прощает того, что вас могут поймать на муве, не прощает вообще ничего. А Протоссу, который в этот же момент может F2-чить зилотами и архонами, будет прощаться очень многое. Я не хочу смотреть такой StarCraft, я хочу смотреть красивый StarCraft, где будут большие армии с колоссами, со штормами, с имморталами, где будут микриться сталкеры, где в конце концов зилоты эти могут управляться вручную с чарджем, почему бы и нет. Я не хочу смотреть игры, в которых мы и дальше будем видеть эти однообразные в два клики и эти ситуации, при которых чардж зилоты сносят армию соперника снова и снова. Уважаемый Blizzard, давайте что-то делать. Что именно, я предложил достаточно конструктивно, но я уверен, что может найтись и еще десяток любых других способов решить эту проблему. Для вас разбирал ситуацию в современном балансе второго StarCraft Алекс 007. Обязательно делитесь своими мыслями в комментариях, у нас там будет очень жарко. Я уверен, что туда набегут не только терны и зерги, но и протоссы, и будут отстаивать честь своей расы и своих зилотов. Пожалуйста, если хотите, не верьте мне, но вам определенно придется поверить числам. А числа не врут. 7 протоссов в топ-8 появились впервые в истории корейских премьер-лиг, в истории корейского StarCraft'а за все 20 лет его существования. Обязательно подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся.